Всем привет! Вот продолжение видео по поводу укоренения черенков. Давайте сейчас посмотрим, как укоренились черенки и что у нас вообще вышло в итоге. Давайте смотреть. Вот прошлой неделе, значит, фольга работает, в принципе, довольно прикольно. Она держит влагу, субстрат там весь влажный. Я потрогал, когда было без фольги, субстрат очень быстро высыхал. Сейчас все удержит. И температуру держит хорошо. Значит, сейчас у меня стоит на полу, температура в районе там 22-23 колеблется. Ставлю когда на батарею, вот я ее тут убрал, здесь стояла, температура до 30-ки доходила. Потому что здесь, получается, фольга отражает тепло. И температура немножко по-другому себя ведет из-за фольги. Поэтому вот я снял. И вот неделю у меня стоит так. Единственное, что я опрыскивал верхушки спреем. Увлажнял все это, чтобы почки не подсохли. Вот уже почки начинают пробуждаться. И вот я, наверное, сегодня последний раз опрыскал сверху. Больше я опрыскивать не буду, потому что могут потом... было такое, там какие-то болезни появились, подсыхало и так далее. Поэтому все, вот сейчас, я думаю, еще денек-другой. Сейчас почки прострелят и поставлю на подоконник. Надо что-то будет придумать, чтобы сильно температура там не поднималась в пятках. Поэтому вот неделя прошла, ну еще неделю подержим и будем смотреть. Вот подготовил грунт. Это у меня прошлогодний кокосовый субстрат, в котором я кельчевал земли немного, огородной, чуть-чуть перегноя, вермикулит, чтобы более рыхлость создать и влага удерживалась. В идеале, конечно, было бы прокалить весь этот грунт, чтобы гнили не было. Но куда такое количество прокалить? Ну, не очень удобно. Я буду действовать проверенным способом. Возьму марганцовку с водой и буду сейчас создавать такую... пропитывать буду этим грунт, чтобы он стал у меня такой... В общем, вот он рассыпается. Он не должен рассыпаться. Он должен вот так... сложить в комок, он должен держать форму, потом надавить и рассыпаться. Вот сейчас буду создавать такую фракцию, так сказать. Вот сделал довольно насыщенную марганцовку. Вот она такого цвета, не знаю, как на камеру она передаст. Довольно темненькая. И вот мы это все дело сейчас прольем и будем потиху перемешивать, создавать такую увлажненную массу. Хорошенечко, хорошенечко. Это обеззаразит нам почву, не будут так сильно развиваться гнили. Возможно, появится в какой-то степени, но, скажем, в наименьшей степени. Потому что все-таки почва огородная, перегной, оно все-таки несет в себе какие-то патогены. Что-то там все равно есть, конечно. Поэтому нам надо минимизировать этот момент. Ну вот, оно уже начинает увлажняться потиху. Вот примерно вот такое должно быть. Так взял, держит комок, потом опа, рассыпалось. Вот примерно такое должно у нас получиться. Вот мы берем грунт. Так, насыпаем, примерно половинку. Половинку насыпали. Стукнули, оно утрамбовалось. И все, готово. И так дальше. Вот, примерно половину насыпали. Стукнули, оно осело. Все, готово. И вот у нас уже стаканчики готовы. Разнокалиберные. Ну вот наши саженцы, прошло 2 недели. Вот уже корешочки даже виднеются кое-где. Сейчас я подниму, посмотрим снизу, как оно. Присядь, присядь. Вот так корни пошли. Сейчас будем это все вытаскивать и смотреть. Выбирать то, что будем садить. Ну что, сейчас пробуем аккуратно доставать. Аккуратно, аккуратно. Ну вот такой результат.
2 недели наклонность к деле. Сейчас мы это дело по чуть-чуть. Так, наверное, лучше пучками доставать, меньше повреждений будет. Сейчас проверим. Так, здесь скромнее, но хороший размер. Здесь даже, я бы сказал, немножко переросли. Фольга хорошо рвется, поэтому она не повреждает. Так. Ну, сейчас буду даже кое-что отбраковывать. Мне как бы такое количество и не надо. Вот. Вот такие корешочки. Отлично. То, что надо. Ну, вот такой результат у меня. Кое-что еще не прижилось. Ну, слабенькие. Там только калус появился здесь. Я их еще оставил. Эти уже готовы. Поэтому их можно рассаживать. Вот такой результат. Ну, вот я считаю, вот это вообще идеальные корни по размеру. Эти немножко передержанные. Поэтому будем сажать очень аккуратно, чтобы не повредить. Вот так вот. Ставим пяточкой сюда. Засыпаем. Засыпаем доверху. Вот так. Потом водой прольем, грунт усядется. И так дальше пошли. Вот оно впритык помещается сюда. Пяточкой ставим в землю на середине стакана и досыпаем доверху. Потом все это прольем, и оно уляжется. Потом, может, даже еще земли немножко подсыпем. И вот так будем до финиша все это дело делать. Ну вот такая красота получилась. Сейчас все это дело пролью и поставлю на подоконник. Пускай прорастает. Понятно, что не все приживется, но все-таки процентов 90 из этого будет расти хорошо. Вон, кое-где даже нехилые гроздочки такие. Это тукай у меня всегда с ума сходит. На кустах он почему-то слабо грозди выкидывает. А вот на черенках, будь здоров, только давай, он на всех. Сам сорт очень вкусный, но выкидывает в основном по одной грозди. Здесь я вижу, даже он по 2 выкидывал. Так как закон подлости какой-то. Все, теперь прольем и будем ждать. Вот такая у меня приспособа. Сейчас мы это дело будем поливать. Хорошенечко полностью прольем. Грунт должен осесть. И поливать крайне редко. Через неделю проверим, как с грунтом у нас дела обстоят. Если будет влажный, доливать не будем. Тут лучше не долить, чем перелить. Ну и вот так вот все мы прольем. С такой трубочкой очень удобно маневрировать между растениями. Ну, вот такой результат у нас получился. Поэтому смотрите. Возможно, кому-то это пригодится. Так что все, всем удачи. Всем пока.